Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что девочка по имени Мими Хаим выглядывает на балкон, чтобы посмотреть, как играют ее одноклассники. Через некоторое время ее подруга по имени Токио прерывает ее, спрашивая, не снится ли ей снова, на что она отвечает, что в этот день у нее экзамены. А он нет, он верит ей, но придя в зал, понимает, что Мимихин абсолютно прав. Тем временем в саду мальчик по имени Кона рисует рыбу с 10 руками, а маленькая девочка просит его подарить ей рисунок. Вернувшись в гостиную, сдает экзамен в Токио, и она получает сообщение от своей подруги с вопросом, не хочет ли она выйти на улицу. Снаружи. Чтение этого явно вызывает у Токио любопытство, поэтому, выходя из класса, она ждет, чтобы спросить об этом Мимихина. На улице, о которой говорит девочка, они встречают двух мальчиков, идущих по улицам, казалось бы, полностью разрушенного мира, цель которого найти сокровища в домах, которые никто никогда не видел. Посетили, поэтому они решили исследовать некоторые из них. Первый дом, который они находят, кажется, не открыт, а окна полностью закрыты, поэтому девушка разбивает стекло, чтобы войти. Когда они исследуют мальчика по имени Мару, главного героя этой истории, очевидно, находит несколько неиспользованных вещей и очень волнуется. Вскоре после этого мальчики поднимаются по лестнице в доме, и там на кровати лежат тела двух человек. Все это заставляет девушку думать, что эти люди пережили катастрофу, но затем явно умерли от голода. Поскольку мальчики голодны, они решают пойти в другое место в поисках еды, а в другом доме они находят несколько банок, которые девочка использует для приготовления пищи. Перед подачей девушка добавляет в еду несколько растений, думая, что они их наполнят, но они такие горькие, что портят еду. Когда наступает ночь, мальчики надевают спальный мешок, чтобы лечь на мебель в доме, а девочка смотрит на несколько фотографий. Заметив интерес, с которым девушка смотрит на фотографию парня, Прота спрашивает его, случайно ли он ее парень, и она спрашивает его, он отвечает, что это его друг. А другой мужчина – это тот, кого он хочет видеть, поэтому если он найдет их, сопровождая его в поездке, он убьет двух зайцев одним выстрелом. Неподалеку гигантская птица ужасного вида какое-то время отдыхает на крыше отеля, а затем улетает. На следующий день Прота спрашивает девушку, куда они едут, и она, вытащив карту, говорит ему, что лучше всего идти по железнодорожным путям, потому что она не хочет продолжать бесцельно бродить и считает, что лучше всего найти больше людей, которые скажут ей, какой путь выбрать. Внезапно появляются 5 парней, чтобы украсть его рюкзаки и унести их в рай. После некоторого спора двум парням удается победить их, сражаясь и используя оружие, плавящее металл. Вскоре после победы над ними мальчики просят его отвезти их в рай, и они забирают его в свое убежище, оба из которых находятся в старой больнице, где девушка ждет Прота, который ее спасет. Посмотрите что-нибудь знакомое, пока она заряжает аккумулятор, но Прота не видит ничего из того, что ищет. Поэтому девушка просит их рассказать ей о каком-нибудь известном им месте, которое называется или выглядит как рай, на что один из них отвечает, что если им нравятся помидоры, то есть место, где они любят помидоры, что вы можете показаться им буквально раем, показав им это место на своей карте. Закончив заряжать батарею, девушка кладет пистолет, говоря, что у нее закончились патроны, что приводит мужчин в изумление. Поэтому прежде чем они снова нападут на нее, они отправляются на поиски томатного рая. Пока это происходит, ребята в школе заканчивают занятия, а Токио все еще в шоке от экзамена, проведенного накануне. Через несколько секунд мальчик приглашает их поиграть в мяч, но Мими Хейн забирает в Токио, чтобы поговорить наедине. И она пользуется случаем, чтобы обсудить свой вопрос, заданный накануне, потому что он не видит ничего странного в школьном саду. Поэтому она спрашивает его, представлял ли он себе, что такое снаружи за школьной стеной, и он отвечает, что не верит, что есть что-то подобное, однако Мими Хинси верит в это. И когда она представляет это, ей кажется, что она видит двух людей, которых она не знает, которые вытаскивают ее оттуда, и самое любопытное во всем этом то, что у одного из них такое же лицо, как у Токио. Эти слова заставляют Токио задуматься, поэтому ночью он решает прогуляться по саду и встречает там директрису, которая спрашивает его, хорошо ли он себя чувствует. И он, увидев, что небо – это пузырь, говорит ему, что сомневается во внешнем мире. Возвращаясь с Эль Прото и ее подругой, они безостановочно гуляют в поисках томатного рая, но устали, у них нет еды. Поэтому они решают поискать место, где можно отдохнуть сегодня вечером, и неподалеку они находят гостиницу. Увидев, что они верят, что она не заброшена, и прислушиваются за дверью, они обращаются к женщине, которая приглашает их остаться в обмен на деньги, поскольку у них всего 11 банкнот. Прота предлагает ей несколько батареек АА, которые она нашла в доме, и она рада, что этого больше нет.
Затем девушка просит его просмотреть гостевую книгу, чтобы найти имена двух мужчин, которых она хочет найти. Увидев, что их нет, показывает ему их фотографию, чтобы узнать, видела ли она их, но она говорит ему, что, к сожалению, нет, хотя на всякий случай спрашивает его имя, не спрашивая его имени. В других книгах ничего не найдешь. Перед тем, как пойти в свою комнату, девушка спрашивает о томатном раю, и женщина говорит ему, что это место называется раем. Позже, когда она снимает одежду, чтобы принять ванну, девушка удивляется, увидев себя в зеркале. Когда она подходит, ее удивляет хозяйка гостиницы, которая принесла ей несколько полотенец, чтобы вытереться. Женщина замечает, что у девушки на теле много следов от когтей, и говорит ей не паниковать, потому что она уходит. Перед уходом она говорит ему, что душ бесполезен, но она может воспользоваться ванной, и если она хочет, чтобы в ее ванной было много пены, она может использовать шампунь. Вскоре после того, как девушка сушит волосы, она замечает, что в доме есть оружие. Поэтому хозяйка сообщает ей, что поблизости есть монстр, поэтому им явно не следует выходить на улицу ночью. Слышать это вызывает интерес у парней, которые сразу же предлагают убить ее, заставляя ее нервничать. Чтобы помешать мальчикам противостоять монстру, женщина говорит им, что оружие ей ни к чему, но они настаивают. Во время ужина хозяйка предлагает ему мясное рагу с овощами и осмеливается поговорить с ним о чем-то, что кажется ей очень деликатным. Речь идет о избегайте быть парнем, если вы семья. Потому что иметь детей с вашими близкими родственниками очень опасно, на что девушка отвечает, чтобы вы не беспокоились, потому что. Хотя Прота говорит ей, что они не семья и не встречаются, объясняя, что они путешествуют только вместе, потому что ее наняли сопровождать ее в своей миссии по поиску рая. Все это заставляет хозяйку гостиницы почувствовать себя лучше и извиниться перед ними за то, что она плохо подумала. Затем девушка рассказывает ему, что она работает в Токио, и что одной из ее работ было быть телохранителем во время ее поездки. После еды мальчики ложатся спать, и девушка понимает, что внезапно очень устала. В другой комнате хозяйка гостиницы достает свое оружие, чтобы быть наготове в случае необходимости, и гигантская птица приближается к постоялый двор. Снова в школе директор школы говорит Токио, чтобы он убирался оттуда, мир очень опасен и полон монстров. На перемене на следующий день Токио рассказывает другому мальчику о своем любопытстве к внешнему миру. Видя, что единственным интересом Токио, по-видимому, является Мими Хейм, его друг спрашивает, восхищается ли он ею, и она отвечает утвердительно. Вскоре после этого ее друг уезжает, потому что он кажется болен, и Токио обнаруживает двух девушек, играющих в саду. Сделав несколько шагов к другой девушке по имени Куку, показывает ему рисунок Каны, и он злится, увидев, что он у нее есть. И сразу же бежит просить Кону, пусть я подарю ему следующий рисунок, пока другой мальчик смотрит на него из окна. Затем мальчик думает о том, что он может создать с помощью инструментов на своем столе, и в этот момент его прерывает телефон. Просмотрев его лицо краснеет, потому что Мими Хейн прислала очень сексуальную фотографию. Вернувшись в гостиницу, девушка внезапно просыпается, чувствуя, что монстр, охотящийся на человека, смотрит на нее. И сразу же достает свое оружие и будет Прота, чтобы сразиться с гигантской птицей. Вскоре после того, как они вылезли из окна ванны, девушка дает Проту воды, чтобы он проснулся, и говорит ему, что хозяйка дала им снотворное. С этого момента двое мальчиков готовятся к встрече с людьми в доме, встречая на своем пути хозяйку гостиницы. Увидев их, она просит его вернуться в дом, потому что ясно, что в данный момент все опасно, но они решают поохотиться на птицу и убегают. Они идут впереди и ищут ее с фонариками. Когда они находят ее, птица атакует их 6 кнутами и чем-то вроде гигантского рта, поэтому Прота считает, что им нужно уничтожить кнуты, чтобы они могли убить его. А у них сейчас недостаточно пуль, поэтому беги, думая, как убить его, и они прячутся за машиной. Тогда они договариваются, чтобы развлечь птицу и дать ей возможность пострелять по крыльям и хлыстам из ее рук. После второго выстрела хозяйка гостиницы останавливается перед ними, чтобы остановить их, потому что она думает, что это чудовище ее сын. Поскольку некоторое время назад чудовище убило его, она впитала, и птица спасла ее от смерти, когда на нее напали бандиты. Услышав это, он понимает, что женщина накачала его наркотиками, чтобы спасти семью. И увидев, как он его защищает, девушка решает выйти за него замуж, поэтому женщина объясняет монстру, что опасности нет. Однако, когда она думает, что все в порядке, монстр ранит ее своей плеткой и съедает, как и она, настоящий фанат The Match, всегда отправляющий их мыть посуду. Но давай продолжим аниме. Пока Прота оплакивает смерть хозяйки, девушка замечает, что хлыст монстра вращается только в одном направлении, так что между одним ударом и другим проходит несколько минут. И Прота пользуется этим, чтобы подойти к нему и убить его. На следующий день мальчики думают, что хозяйка гостиницы кормила охотника за людьми со своими гостями,
и поэтому ясно, что зверь не убивал ее, потому что она испытывала к нему такое уважение, потому что приносила ему свежую еду. Покинув резиденцию, чтобы найти томатный рай, Прота и его телохранитель садятся в очень старый поезд, и он спрашивает ее, садилась ли девушка когда-нибудь на какой-нибудь поезд. Но она этого не помнит, потому что она была очень маленькой, когда это произошло, и когда это произошло катастрофа. Некоторое время спустя Прота и девочка садятся на импровизированный плот, чтобы плыть по реке к месту назначения, по пути думая, безопасно ли будет плыть по доске в этом месте. Поэтому на всякий случай гребите быстро. Возвращаясь в школу, Токио играет с мячом по коридору и понимает, что мяч попал в дверь учителей, за которой находится внешний мир. Поэтому он явно внимательно смотрит на него, когда подбирает мяч. И камера записывает. Через несколько секунд после ухода Токио обнаруживает перед собой одного из своих друзей, который ищет робота на Земле. Его цель увидеть, как далеко он сможет забраться с помощью роботов на одну из опор школы, поэтому он садится на них и поднимается очень высоко, пока роботы не выйдут из строя и не упадут на землю, напугав всех детей в саду. Через несколько секунд на полу мальчик встает, и остальные мальчики чувствуют себя лучше, кроме Мимихейм, так как она думает, что потом упадет еще что-нибудь. Во внешнем мире Эль Прота и девушка попадает в томатный рай, и она просит его ничего не скрывать, чтобы помочь ему с их миссией. На что он отвечает ей, чтобы она ничего от него не скрывала, только то, что в том месте, куда они идут, которое он считает раем, есть еще один парень с таким же лицом. После того, как мы его найдем, он должен вести ему лекарства и, если возможно, помочь и всем остальным. Затем Прота спрашивает девушку, знает ли она что-нибудь еще, потому что она была последней, кто разговаривал с женщиной, которая его наняла, но она абсолютно ничего не знает. Только вы должны сопровождать его, чтобы выполнить его миссию. Внезапно к ним подходит один из мужчин, чтобы спросить, можете ли вы им помочь, и они приводят его к своему лидеру. По дороге мальчики рассказывают ему, что какой-то человек рассказал им, где они находятся, и они явно пошли их искать. И мужчины говорят ему, что в реке, куда они пришли, водятся крокодилы, отпугивающие их. Вскоре после прибытия к своему лидеру они рассказывают ему, что чтобы выжить, они засевают землю разными растениями и что они очень большая семья. Позже ночью Прота в восторге от всего, что есть на ферме, но девушка не верит, что все так хорошо. Внезапно к ним подходит деревенский староста, чтобы спросить девушку, не та ли это самая Кирика такая. Погонщица повозок, он исчез около 5 лет назад, и он был ее поклонником. Поэтому я был очень обеспокоен. Увидев фотографию бегуньи, Эль Прота понимает, что она очень похожа на эту девушку, но говорит мужчине, что он, к сожалению, ошибается. В этом случае Эль Прота замечает, что рядом с ними стоит коробка с известным логотипом, поэтому прежде чем уйти, он говорит мужчине, что, к сожалению, он не прав. Она просит мужчину одолжить ей свой фонарик и показывает девушке, что это тот самый логотип на ее пистолете. Перед этим мальчики спрашивают его, знают ли они что-нибудь о коробках, и мужчина отвечает, что не знает, откуда они взялись, потому что они везут овощи в Токио на своем корабле, и они не знают, откуда взялись некоторые коробки. Потом девочки спрашивают деревенского старосту, знает ли он еще одно место под названием Рай, и он отвечает, что нет. Вскоре после этого мальчики решают вернуться на лодке в Токио, если не найдут никакой дополнительной информации о нем или логотипе оружия. Позже на лодке Прота просит девушку забыть о Рае, потому что он думает, что они его не найдут. И они остаются жить в деревне с фермерами, потому что он хочет жить рядом с ней. Услышав его предложение, девушка говорит ему нет, так как ей не нравится, как живут такие люди. Однако Прота настаивает, говоря, что она ему нравится, и сразу же подходит, чтобы поцеловать его хорошенько. Все это раздражает девушку, которая в конечном итоге признается ему, что хотя у нее на уме тело девушки, она мужчина, то есть буквально тряпка. В этот момент воспоминания о прошлом приходят к девушке 5 лет назад, когда команда Кирю такая управляла электромобилями. Во время гонки Харуки, брат Кирика, преследовал человека, который продавал поддельные билеты на гонки, и когда ему удалось догнать его, появился еще один мужчина. И между ними двумя они причинили ему боль. Когда мальчик думал, что его собираются убить, появился его друг Робин и спас его, вернувшись к себе домой. Добравшись до руки, показывает ему все, куртку, подаренную ему Робином. А его сестра голодает из-за бега. Увидев ее, спрашивает Руки, где она остановилась, и она говорит ему, что попала в аварию и ее дисквалифицировали. Затем девушка, готовящая ужин, просит их позировать для фотографии, а Кирика позирует с доктором. Однако другой мальчик просит Руки держать свою сестру подальше от доктора, потому что она, кажется, экспериментирует с людьми, и это может быть опасно для нее. Позже в тот же день они обнаруживают охотников на людей,
людей недалеко от того места, где они живут, и Харуки пытается им помочь, но Робин просит его вернуться к доктору. Дом. Несколько дней спустя Харуки пробует оружие, которое он создал, чтобы уничтожить охотников на людей. Понимая, что карьера его сестры вот-вот начнется, бежит к ней. Когда Харуки достигает крыши здания, он смотрит в бинокль всю трассу до начала гонки, замечая что-то странное на финише гонки, из-за чего Харуки не успевает за ним. Присмотревшись получше, вы поймете, что это человеческий комбинезон. Все это заставляет мальчика беспокоиться о своей сестре, и другие бегуны решают пойти оттолкнуть его. Но его оружие выходит из строя, и пожиратель нападает на него, поглощая часть его тела. Поняв, что происходит с руки, он зовет Робина на помощь, но его никто не слушает. Вскоре после этого Кикиро прибывает на место, где находится Харуки, и пытается спасти его на своей машине. Ему удается спасти некоторые части ее тела. И последнее, что он помнит, это то, что видел, как она была ранена, плача из-за того, что он ее бросил. Через несколько дней Аруки просыпается в больнице, у него немного кружится голова, и он сбит с толку тем, что произошло. Пройдя немного по коридору, Аруки услышал, как несколько врачей говорят, что какие-то людоеды убили ребенка, и он хочет знать обо всем этом. Но услышав их голос, он понимает, что в нем что-то изменилось, а затем, увидев себя в зеркале, он понимает, что его разум в порядке. На теле вашей сестры. Позже, после того, как за ним ухаживают врачи, Харуки спрашивает, где врач, который их лечил, и рассказывает ему, из-за чего он уехал из города. Потребовалось 4 месяца, чтобы раны Харуки зажили, и он смог нормально двигаться. Хотя сомнения в том, что произошло в тот день, все еще преследовали его, поэтому он пошел к себе домой, чтобы провести четкое расследование, и обнаружил, что там никого не было. Все уехали после того, как Робин попал в аварию. И мы можем с уверенностью сказать, что Робин пропал. Столкнувшись с этим, Харукин решает обратиться к доктору, чтобы узнать, что случилось с Робином, и потому что он живет в теле своей сестры. Во время своих поисков Аруки путешествовал по разным местам и работал над тем, что он нашел, чтобы выжить. Вот почему после 4 лет поисков они встретились в деревне под названием Накана. После того, как он рассказал им свою историю, Прота Харуки чувствует себя лучше, но он просит у него время, чтобы понять, что он мальчик. Внезапно один из людей на лодке пугается, увидев рыбу, похожую на гигантского человека с множеством рук. Весь этот шум заставляет мальчиков подойти к мужчине, чтобы посмотреть, что произойдет после того, как они его увидят. Харуки просит капитана ускорить. Через несколько секунд, возвращаясь с Протой, Руки замечает, что собака разбила окно и стреляет в него из своего пистолета. Однако пуля ничего не делает с рыбой, поэтому им нужно сейчас подумать о другом плане. На следующий день в школе Токио встречает Куку в саду и приглашает его посмотреть на детей в школе. Но для этого ему нужно перелезть через стену, это приведет их в то место в школе, которого они никогда не видели. Куку без проблем забирается наверх и влезает в окно, но Проте это очень трудно сделать, поэтому он использует робота, чтобы забраться наверх. Затем он забирается в Куку и ведет его по вентиляционному отверстию, через которое вы можете видеть, как играют все дети. Тем временем на корабле Харуки спрашивает мужчин, сколько еще осталось до порта, потому что рыба хочет войти и в нынешних условиях воды. Корабль, в который ты можешь беспрепятственно войти, подвергая всех опасности. Затем Харуки спрашивает Прота, который заметил, что у этой рыбы есть руки, которые служат ей присосками, и водный костюм. Поэтому они считают, что очевидно лучший способ атаковать его – это заставить его двигаться по довольно сухому пространству. В этот момент Харуки приходит в голову, что лучший способ напасть на моего человека, пескаря в комнате – это под лодкой. Этот план не нравится владельцу груза, и Харуки объясняет ему, что это его последняя альтернатива, если они хотят добраться до порта живыми и невредимыми. По дороге в грузовой отсек Прота спрашивает Рико, есть ли у него план убить его, и она говорит ему, что убьет его. Услышав это, Прота злится, потому что у него нет плана, но у него нет времени жаловаться, потому что рыба будет преследовать его. Обнаружив часть ящиков с овощами, мальчики уносят рыбу в комнату и идут за грузом, который они там хранят. Как только рыба входит в комнату, Прота пытается открыть дверь, чтобы сбежать, а Харуки разбивает несколько ящиков, чтобы заставить рыбу двигаться зигзагообразно. Затем Харуки просит Проту не открывать дверь, потому что в этом нет необходимости, так как груз в этой комнате наркотик, он высыхает. В результате чего рыба высыхает и перестает двигаться, как это происходит на самом деле. Когда Арика видит, что рыба перестает двигаться, он подходит, чтобы проверить, безопасно ли это, и просит Прота автоматически прикончить его. Вернувшись в школу, Токио замечает, что по дороге в воздуховод очень темно, и Куку говорит ему, что они уже приедут. Несколько минут спустя Куку выглядывает из вентиляционного окна с намерением посмотреть, смогут ли они спуститься. Увидев, что там никого нет, просит Токио спуститься с ней в комнату, где, кажется, в кроватках лежат дети. Однако эти дети кажутся ей очень странными, потому что у них нет человеческих лиц, а вместо ног у них щупальца. Внезапно раздается сигнал тревоги.
потому что Токио подошел очень близко к детской кроватке, и мальчики решают бежать и убегать. Тут же Куку лезет в окно, но Токио не может сделать это так быстро и думает, что его обнаружат. Поэтому Куку пожимает ей руку, помогая подняться, прежде чем она успеет. Чтобы, очевидно, пришла директриса или другие. Но она оставляет отпечаток на своей обуви и на стене. По прибытии в гавань Прота и Арику выходит, чтобы продолжить свой путь, и капитан корабля зовет их. После того, как он подходит к ним, капитан дает им деньги, чтобы помочь ему с охотником за людьми, но они явно не соглашаются, прося их место. Информация о каком-то месте, где они, по их воспоминаниям, были. Я видел логотип на оружии, и они дали им адрес. Позже мальчики прибывают на то место, о котором им рассказал капитан корабля, и находят среди обломков несколько пакетов с едой. Заметив, что эта еда приятна на вкус, мальчики готовят себе суп с хлебом и ужинают. Перед сном мальчики смеются над путаницей капитана с эмблемой оружия и эмблемой этого места, потому что они совсем не похожи. Еще в токийской школе он играет с Мими Хаим, а мальчик, получивший на днях фотографию по имени Шира, называет ее, чтобы поговорить наедине с озабоченным лицом этого парня. А Токио следует за моим Михаем и слушает, как этот мальчик рассказывает ей о своих чувствах к ней, и что он хочет подойти к ней, поцеловать, обнять и показать ей все свои чувства. Услышав это, Токио чувствует себя неловко и решает вернуться в свою комнату, проходя по пути мимо лазарета, где находится его больной друг, который просит его подойти и целует его в губы. Все это сбивает Токио с толку и заставляет меня бежать в этот сад, чтобы почувствовать себя лучше. Во время бега Кона понимает, что плохо себя чувствует, и преследует его, чтобы поговорить с ним, объясняя, что хотя она считает, что все ведут себя странно, вскоре ей тоже захочется сблизиться с кем-нибудь, чтобы показать ей свои чувства. И она думает, что если ей когда-нибудь захочется продемонстрировать свои чувства кому-то, она надеется, что этим человеком будет Кона. Позже той же ночью Токио звонит его больной друг, и по прибытии он просит его оставить его в покое, прося его, когда они это сделают, сбежать с этого места, потому что он скоро умрет, и он хочет, чтобы с Токио все было в порядке. На следующий день в городе Прота он играет на автомате, в то время как Арика безуспешно пытается продать найденный компакт-диск. Внезапно к Проте подходят какие-то парни, чтобы напугать его, и в итоге они вступают с ним в драку. Вот почему, когда Аруки прибывает, он бежит рядом с Протой, чтобы убежать от них и вернуться туда, где они остановились. По прибытии туда Прота залечивает свои раны и, отправляясь в новое путешествие в прошлое, рассказывает свою истинную историю Руки, помня, что он родился в год рождения Аруки. Большая катастрофа. Из 4 лет она помнит, как жила одна в общежитии вместе с другими детьми, тоже оставшимися без родителей. Через 3 года после этого здание приюта было разрушено, и взрослые, которые за ними ухаживали, увезли их в разные места, пока почти все взрослые не были убиты людоедами. И они остались совершенно одни, выживая как могли еще 3 года. Потом последний оставшийся взрослый был убит в борьбе за территорию, и они ушли со своим убийцей, некоторое время работавшим на него, пока Прота не решил сбежать. Потому что он очень плохо с ними обращался, и он встретил Микуру, женщину, с которой он жил, когда встретил Руки. И она научила его убивать с помощью моих людей или юкосов, как она им ясно говорила после их поездок по разным местам в Японии, хотя он не помнит, что это были за места. Потому что в своей жизни он всегда следовал за взрослыми, не спрашивая. Услышав это, Харуки спрашивает его, не помнит ли он чего-нибудь еще, чтобы помочь ему найти место, куда пойти. На что он отвечает, что помнит только это. И Харуки говорит ему, что многократное запоминание может помочь тебе найти новые зацепки, поэтому ей нужно послушать это снова, чтобы проверить, помнит ли он что-нибудь новое. Позже Харуки решает пойти продать несколько книг, которые она нашла в доме рядом с ними, и просит Прота остаться, так как мужчины, с которыми она поссорилась, могут продолжать его искать, и она не хочет больше проблем. Некоторое время спустя в городе Аруки закрывает лицо картой, увидев людей, которые ищут Прота. И я также слышу, как они говорят, что вместо того, чтобы продолжать искать Прота, они должны искать Министерство реконструкции. Услышав это, Аруки вспоминает ночь, когда их гоночная команда собралась у костра, и Робин рассказал им о Министерстве реконструкции, рассказав им о том, что я не знаю, как это сделать. Они похищали людей с отличными навыками, потому что они работали далеко от того места, где они жили, поэтому он не верил, что они могут буквально подвергаться опасности. Затем еще один из мужчин настаивает на том, чтобы найти Прота, потому что они хотят преподать ему урок за то, что он причинил им боль. Все это заставляет Харуки радоваться, узнав, что Прота очень силен, и она гордится им. Хотя позже ей становится плохо из-за этого, учитывая, что она всего лишь телохранитель, и к концу миссии она снова будет совершенно одна.
Когда она заканчивает продавать некоторые книги, Саруки возвращается в дом и пугается, что не найдет Прота в доме. Затем появляется он и утешает ее, прося не заходить в соседний дом, потому что он просматривает журнал и хочет побыть в полном одиночестве. Его слова вызывают у Харуки любопытство по поводу того, что Прота делал в этом доме, и войдя в дом, он обнаруживает, что Харуки не было дома. Он понимает, что Прота смотрит журнал для взрослых и понимает, что происходит, что Прота явно становится маленьким внизу. Затем она снова входит в дом и пытается объяснить ему, что не смотрела журнал, который она нашла, но ее это не беспокоит, она просто чувствует себя плохо. Потому что, увидев, что Прота не было, она запаниковала и ей захотелось плакать. Видя это, Прота объясняет ей, что он не всегда будет рядом с ней, и извиняется за то, что побеспокоил ее. За ужином в тот день Прота рассказывает Руки кое-что, что они читают в местной газете, которая была в соседнем доме. Судя по тому, что он читает, люди использовали роботов для многих вещей, но роботы раскрыли себя и контролировали все. Однако он считает, что это были те же люди, которые использовали плохие технологии и вызвали большую катастрофу. Все это заставляет Харуки задаться вопросом, есть ли где-нибудь люди, которые живут так, как жили до большой катастрофы. На следующий день в школе врач осматривает младенцев и замечает отпечаток обуви на стене, поэтому он выходит в сад, чтобы посмотреть, не осталось ли на стене следов от обуви. Очевидно, тот, кто несет ответственность за то, чтобы оставить след на ком-то из школьников, и после того, как он нашел какую-то обувь, подтверждает его подозрения и смотрит на них, не зная, кто это был. Увидев его, Токио спрашивает его, как поживает его больной друг, которого зовут Тарао, и он говорит ему, что спит. В этот момент доктор видит, как мальчик поднимает большой камень в саду и спрашивает его, мог ли Тарао это сделать. На что Прота говорит ему, что он мог без проблем поднимать большие камни и, кроме того, бросать их в другие части сада. Той ночью Тарао умирает на глазах у врачей, и директриса просит их подготовить его тело к прощанию с детьми. На следующий день, когда пришло время вставать, директриса сообщает мальчикам, что Тарао умер, прося их выйти во двор, чтобы попрощаться с ним и несколькими девочками, в том числе они приносят ей цветы. Когда тело Тарао уносят для кремации, Токио подходит к Каю и спрашивает, была ли больна и другая девушка, которая умерла, и, немного подумав, отвечает, что да. Она, должно быть, была больна, помня, что девушка покончила с собой. Вернувшись в лазарет, директриса спрашивает у аппарата, могут ли они кремировать Тарао, и она отвечает утвердительно, потому что они уже взяли необходимый им образец. Затем она грустно плачет, потому что это второй ребенок, который умирает в этом месте, и она считает, что смерть этой девочки единственная причина, по которой Тарао умер. Его вина. Мужчина рядом с ней говорит ей о том, что она не могла знать, что с ней случилось, но что директор школы не согласна, и она просит их рассказать ей о том, что случилось с ней. И о том, что она не может знать, что с ней случилось, но что директриса не согласна, и она просит их, пусть они похоронят свой прах рядом с прахом девочек, которых звали Сура. Позже врач говорит директрисе, что если эта болезнь добила самого сильного ребенка в школе, то остальным явно угрожает опасность. Услышав это, заставляет директрису Лиадену быстро разобраться в том, что происходит, чтобы не подвергать опасности еще больше детей и, очевидно, не потерять их. В то же время Токио плохо себя чувствует в своей комнате и думает, что она тоже больна. Возвращаясь в город, мальчики просматривают карту Аруки, которую он купил на деньги за книги, и там я продаю отмеченные места. И один из них говорит, что вода на 50% чистая питьевой, а другой говорит, что вода на 100% безопасна для питья. Внезапно мальчики замолкают, потому что Харуки слышит несколько шагов, и они думают, что это могут быть люди, которые ищут Прота. Но, к их удивлению, это человек, который путешествовал с ними на лодке и последовал за ним в тот дом. У этого человека есть образец коми-человека во флаконе, и он хочет передать его Ордену Бессмертных, потому что ему сказали, что в этом месте тебе водят кусочек этих монстров, чтобы сделать тебя бессмертным. Тут же Руки спрашивает, знает ли он доктора с его фотографией, и он говорит ему, что не видел его, а затем показывает им кусочек охоты на людей. Увидев это, мальчики понимают, что то, что находится во флаконе, повреждено, заставляя мужчину думать, что они должны начнем все сначала. Затем Харуки платит мужчине, чтобы он дал им адрес Ордена Бессмертных, и они собираются, чтобы добраться туда. По пути Проте приходит в голову поискать 100% питьевую воду, прежде чем отправиться в путь, и Харуки говорит ему, что они явно свернут в сторону. Однако он хочет рискнуть, хотя это может быть ловушкой, и замечает, что на карте написано «странные люди». Еще в школе доктор ведет директрису посмотреть на прах Тарао, потому что его сердце, к сожалению, еще не сгорело. На следующий день в городе мальчики встречают молодую женщину перед отелем, и она говорит им, где находится водоем, предлагая им плюс номер в их отеле, где он может остановиться на эту ночь, от чего они отказываются, потому что считают, что им не потребуется много времени, чтобы добраться до воды. Однако Харуки приходит в голову оставить рюкзаки на хранение, чтобы помочь девочкам. Когда они идут к этому месту у воды, Прота задается вопросом, может ли эта женщина украсть их рюкзаки, а Харуки думает, что нет.
Когда они достигают места у воды, они понимают, что она не очень чистая, чем мы говорим, и находят раненого мужчину, который просит их спасти его друг-монстра. Но глядя рядом с ним, видишь еще одного мертвого человека и медведя рядом с ним. Увидев это, мальчики бегут и бросают в него вещи, пока не достигают места, где Харуки из своего пистолета стреляет в стену, заставляя медведя упасть на него и задержать его на некоторое время, чтобы Прота использовал свою технику и явно прикончил его. Но когда он пытается, это терпит неудачу, и это заставляет его сомневаться в своих способностях, но они понимают, что он настоящий медведь, а не Харука. Так что это нормально, что его техника ему не подходит, поэтому они решают бежать, прежде чем медведю удастся их догнать. Вскоре после этого мальчики забираются на стену, чтобы медведь не мог их достать, и остаются там на много-много часов. Понимая, что медведь исчез, мальчики надеются, что смогут спуститься к Руки и подготовить оружие, но когда он это делает, пуля попадает в него, и он просит мальчика спуститься вниз. Предложи ему найти ее, предложив взамен показать ей свою грудь. Столкнувшись с этим предложением, Прота бежит за пулей и встречает медведя, поэтому он очень быстро поднимается как раз вовремя, чтобы спастись. По прибытии в Руки просит его застрелить медведя, потому что она не знает, как слезть с этой стены, и он отвечает, что хотя это правда, что он может подниматься и опускаться по стене, не боясь высоты, у него очень плохая меткость. Поняв, насколько важно для них воспользоваться этой последней пулей из пистолета, Харуки решает спуститься вместе с Протоном и, увидев, что медведь снова преследует его, стреляет в него, убивая его, в то время как Прота на всякий случай искал камень. В конце дня человек, которого они спасли, который оказался владельцем отеля, очень болен, а молодая женщина остается ответственной за все. Затем несколько мужчин спрашивают молодую женщину, знает ли она, кто спас владельца отеля, и она говорит им, чтобы они их не беспокоили. Знакомьтесь. Из окна ребята обедают с медведем и думают, что место, где вода на 100% пригодна для питья, было ловушкой, чтобы запереть их с медведем. В этот момент Харуки решает, что пора отдохнуть, и Прота говорит ему, чтобы он не забывал о своем обещании показать ему свою грудь. Перед лицом этого Харуки придумывает оправдание, чтобы не выполнить свое обещание, и менеджер отеля забирает Прота из комнаты Харуки. Но вместо того, чтобы идти в комнату Харуки, Харуки решает, что пора отдохнуть. Прота берет его к себе и раздевается перед ним догола, прося его, пожалуйста, заставить его что-то почувствовать. Все это очень пугает Прота, который просит Руки спасти его, и она входит в комнату. Снова в школе Токио она идет в лазарет, и машина говорит, что она не больна, но если она устала, вот почему она просит его немного отдохнуть в лазарете, и она снова идет в лазарет. Он так и делает, хотя во сне ему кажется, что он видит Суру с инопланетным лицом, спрашивает, в чем она хороша. А после того, как видит, как она исчезает, понимает, что ее тело заболевает, поэтому в страхе звонит доктору. Проснувшись, Токио понимает, что с его телом все в порядке, и доктор спрашивает его, как он себя чувствует, и он понимает, что, возможно, именно он пришел навестить младенцев. Возвращаясь в город, мальчики разговаривают с менеджером отеля, и Прота извиняется перед ней, если он ее обидел, на что она отвечает, что он не сделал ничего плохого, поскольку она просто предложила ему что-то сделать, а он явно отказался, сказав им затем, что она сирота, так как они и то, что она научилась делать чистую комнату с удобными кроватями, и это дает ей деньги, и именно поэтому она хочет стать королевой отелей и делать все, что захочет, с красивыми клиентами. Позже Прота рассказывает Руки, что причина, по которой он испугался в комнате смотрителя, в том, что он понял, что может проходить сквозь людей. Очень рано утром следующего дня мальчики готовятся к отъезду и видят менеджера очень грустным, когда они спрашивают ее, в чем дело. Она рассказывает ему, что хотя им удалось спасти его, их босс умер рано утром. Видя ее печаль, Руки приглашает ее пойти с ними, но она отказывается, поэтому Прота просит ее осуществить свою мечту стать королевой отелей. Когда они уходят, мальчики говорят, что им ее жалко, и они думают, что всем сиротам нужен кто-то, кто о них явно позаботится. Когда они ищут Орден Бессмертных, мальчики подают знак, чтобы их наняли в качестве охотников на Ирикуса и монстров, поместив его рядом с ней, пока они ловят рыбу на ужин и ловят рыбу, ожидая, что их наймут, или они смогут найти человека, которого ищут. Позже, готовя ужин, Харуки задается вопросом, беспокоится ли Прота о менеджере отеля, и говорит ему нет, объясняя, что на самом деле его беспокоит то, как они будут раздавать еду. Почему рыба бывает разных размеров? Услышав, как Рука ругает его за его поведение, и Прота говорит ему дать ей шанс исправить свою ошибку, но она явно отказывается. С высокого здания двое мужчин наблюдают за сценами мальчиков, и один из них идет сообщить о них врачу по фамилии Усами, говоря ему, что он думает, что они путешествующие телохранители, поэтому доктор просит его взять их с собой, но по прибытии понимает, что мальчиков нет.
Потому что они уехали с кем-то другим, называющим себя Лувейманом, и они против того, что они делают в Бессмертном Ордене, потому что в эта больница, вместо того, чтобы лечить людей, причиняет им вред, устанавливая протезы на больные части их тела вместо того, чтобы лечить их. Однако многие люди считают, что если они прооперируют их здоровье улучшится, но все это ловкая ложь, в которой лидер группы по имени Мисуаши рассказывает им о том, что она лечилась год назад, и вместо того, чтобы вылечить ее больную ногу, ей поставили металлическую ногу. И Харуки понимает, что они предлагают заменить поврежденные части тела роботизированными частями, но люди думают, что это обычная больница. И увидев, что они делают, осознают свою ошибку. На этом Мисуаши говорит ему, что она согласна. И говорит ему, что когда к ней обращались, у нее была машина, подключенная к множеству проводов, которые явно находились за занавеской. Затем мальчики рассказывают ему то, что они слышали с того места, говоря, что он известен тем, что оперирует людей частями камичан. И Мусувачи рассказывает ему, что причина, по которой они явно искали их, это убить камичан, которые находятся в подвале этой больницы. Пока они отдыхают, мальчики соглашаются принять работу, данную им лувийцами. Когда Прата спит, он думает о причинах, по которым Харуки согласился на эту миссию. На следующее утро лувиуманы собираются, чтобы обсудить ущерб, нанесенный машинами человечеству. Услышав все это, мальчики думают, что скоро произойдет столкновение между лувиуманами и Бессмертным Орденом. И еще один из лидеров говорит ему, что если они убьют людоедов, они смогут сражаться с Орденом на равных. Затем Рики говорит им, что поскольку они платят ему только за убийство монстра, им все равно, что знать, что они собираются делать. Позже одна группа Лувиеман протестует, чтобы развлечь людей в больнице, в то время как другая забирает мальчиков из подвала. Когда они входят в это место, Прата говорит Руки, что у него плохое предчувствие, потому что в этом месте много света и нет людей-едоков. Однако Руки видит маленького человека на машине, прося Прата убить его. Когда они думают, что закончили, Прата видит еще одного, вот почему они решают пройтись по всей стоянке, чтобы убедиться, что ее больше нет. Затем натыкаются на очень большую и видят ее. У Харуки галлюцинация, когда она видит, как ее съедают несколько хирука, и когда она видит, что Прата в ловушке и не может ей помочь. Она инстинктивно просит Робина о помощи во время стрельбы. Вскоре после этого она просыпается, думая, что не может дышать, и понимает, что Прата делает ей искусственное дыхание, чтобы помочь ей немного поправиться. Увидев, как она просыпается, понимает, что Прата парализована, кричит и стреляет без всякого контроля, и поэтому он подошел, чтобы помочь ей дышать самостоятельно. Что теперь будет искать остальных Хируку, пока она отдыхает? Когда он заканчивает убивать людоедов, Прата подходит к Руки, чтобы попытаться поцеловать ее снова, и она бьет его. Внезапно мальчики слышат несколько шагов и видят перед собой человека с повязкой на глазу, и это тот самый доктор Усаки, который просит их сделать это. Помогите ему чем-нибудь. Увидев всех мертвых монстров за пределами больницы, жители Лубюмана продолжают протестовать, и один из них бросает камень, явно разбивая оконное стекло. Затем мужчина, стоявший у разбитого окна, решает вернуть ей камень, непреднамеренно причинив боль Мисуачи и заставив протестантов уйти, чтобы помочь ей, заявив, что они против насилия. Увидев, как они уходят, работники больницы думают, что в тот день протест был другим, но они не понимают почему. После того, как они ушли, протестующие спрашивают Мисувачи Ли. Все в порядке, но она заперта в своей штаб-квартире. Вскоре после этого лидеры подтверждают, что мальчики убили сливовых деревьев, и хотя Мисуачи лежит, они говорят, что она умерла, и просят людей вернуться в больницу, чтобы отомстить за смерть их лидера. В больнице доктор Усаки приводит двух парней с женщиной, которая находится за занавеской, о которой им рассказала Мисуачи, и просит их покончить с ней, как с людьми Коми, потому что, если он позволит ей умереть, он превратится в одного из них. Объясняя им ниже, что люди Коми на самом деле являются эксгумированными людьми, которые заболели, и эта женщина, к сожалению, является одной из них, у которой, чтобы предотвратить прогрессирование болезни, пришлось удалить разные части ее тела, оставив только то, что они могут видеть над кроватью. Но если женщина действительно больна, то она не может этого сделать. Отключи ее, она преобразится. В этой ситуации Прата подходит, чтобы прикоснуться к женщине, и понимает, что если он сможет убить ее как сливы. В этом доктор рассказывает ему, что женщина может общаться с ними с помощью электронного планшета, и они хватают ее, чтобы узнать, хочет ли она что-то сказать, читая на экране. Я показываю, что женщина хочет увидеть небо в последний раз.
На это доктор отказывается, говоря, что они должны отключить ее прямо сейчас. Но Харуки находит очень хорошее решение, которое состоит в том, чтобы вынести ее кровать на балкон. И доктор соглашается при условии, что они не забудут взять с собой аппараты. В то же время у входа в подвал Любиуманы нападают на сторожа подвала и решают войти, чтобы прикончить всех за убийствами Суачи. Тут же один из врачей предупреждает, что пациентов следует забрать из больницы, потому что протестанты прибыли с тяжелыми ранениями. Вооруженные и врачи сопровождают пациентов до выхода из здания, чтобы обезопасить их. Тем временем на балконе Эль Прата выполняет свою работу по уничтожению женщины после того, как она увидела небо, но ему плохо из-за этого. И доктор говорит ему, что, возможно, было бы лучше позволить ей превратиться в Юка, чтобы убить ее. В этот момент Харуки показывает ему последнее, что женщина написала на планшете, и доктор Йор, поняв, что женщина поблагодарила его за все, также написав, что любит его. После этого доктор встречается с остальными врачами и пациентами за пределами больницы, указывает им ближайшую деревню, чтобы доставить всех пациентов в безопасное место, и говорит, что он доберется до них после того, как похоронит женщину. Несколько минут спустя Прата все еще расстроен тем, что ему пришлось покончить с жизнью указанной женщины, и доктор прощается с ними, говоря, что он помогал людям, потому что ей нравилось наблюдать, как он что-то делает. Поэтому, к сожалению, когда она умерла, пришло время уйти на пенсию, так как она была в шоке. Он не врач, и у него нет причин заниматься здесь чем-то еще. Внутри здания лидер Лубиумов взволнован до глубины души, что без людей они могут использовать энергию этого места, чтобы жить лучше. Чего он не знает, так это того, что внизу в одной из подвальных машин все еще есть закусочная, которая пробуждает ощущение, что еда совсем рядом. Прежде чем врачи и пациенты направляются в свое новое убежище, Харуки пользуется случаем, чтобы расспросить их о Робине и докторе, и, наконец, о том, как они там оказались. Один из них знает Робина как доктора Хиносаки, парня с хорошими операционными навыками, которому он хотел научиться у доктора Усаки, потому что он не хотел, чтобы кто-то умер. Все это заставляет Харуки радоваться, узнав, что его друг все еще жив, а Прата очень ревнив. Внезапно на крыше здания раздается выстрел, и стражи понимают, что доктор Усаки мучительно покончил с собой. Его жизнь. В ту ночь Кона в школе пробуждает новые воспоминания, и в нем существо, которое дети идентифицируют как Асура, появляется в его жизни. Четвертый и попрощайся с ним. При этом он идет по коридору, и когда он достигает балкона, ему появляются крылья, а затем веревка, с помощью которой он покончил с собой. В конце этого сна Кона говорит Сури о том, что если она уйдет, он останется один, и она говорит ему о том, что он все еще рассчитывает на своих друзей, и напоминает ему о том, что первой девушкой, которая подошла к нему после смерти Асуры, была Токио, поэтому, проснувшись, он думает, что Сура хочет, чтобы он остался один. Тем, кто забрал Асуру, возможно, был Токио. Некоторое время спустя в городе мальчики пытаются идти по пути пациентов и врачей больницы, и Харуки разочарована, потому что она подумала, что доктор Усаки мог бы дать им больше информации о том месте, которое они ищут, поскольку у него была кнопка с этим же символом, что и у нее. Что заставляет думать, что если вы исследуете его, у вас будет больше информации о рае, который ищет Прата. Внезапно в результате землетрясения земля треснула и обрушилось несколько зданий. Поэтому после того, как Харука окажется в безопасности, она планирует отправиться на поиски сокровищ. Вот почему, когда землетрясение закончилось, он пытается подойти к одному из разрушенных зданий. И там встречает человека, который выходит поприветствовать его очень взволнованным и говорит им, что они похожи на бандитов. Услышав это, парни обижаются, потому что он действительно выглядит как бандит. Снова в школе женщина-врач звонит в Токио в лазарет, чтобы сказать, что с ней все в порядке, но ей следует избегать простуды и много тренироваться. В то же время в одном из коридоров Мимихин с большим интересом смотрит на крышу над школьным двором. Вскоре после этого Шира подходит, чтобы найти его и спросить, что он так пристально смотрит в это место, на что она отвечает, что что-то парит над крышей. Но Шира этого не видит и просит, чтобы вы пошли на занятия. Прежде чем мы пойдем в гостиную, Мимихай все еще смотрит в потолок и с ужасом понимает, что уже может видеть только тень Асуры с крыльями. Некоторое время спустя в гостиной мальчики понимают, что Токио нет на занятиях, и учитель говорит ему, что он будет отсутствовать несколько дней. Возвращаясь в город, таинственный человек упаковывает вещи, которые он нашел в своей машине, и перед отъездом Харуки спрашивает у него полезную информацию. Услышав это, мужчина отвечает, что его работа продавать информацию, и Харуки предлагает ему деньги за любую имеющуюся у него информацию. Так вот, человек, которого зовут Хуичи, рассказывает ему все с самого начала Великой катастрофы, объясняя, что существуют разные теории о ее происхождении. Первая из них связана с астероидом. Несколькими днями ранее считалось, что он столкнется с Землей, поэтому многие люди считают, что на этот астероид могли прибыть инопланетные формы, которые напали на людей. Наряду со стихийными бедствиями, которые также произошли.
Вторая теория говорит о вторжении инопланетян, поскольку многие люди утверждают, что видели изображения инопланетных существ в небе, а третья говорит о войне между странами, для которой было создано очень сильное специальное оружие, которое вызвало эту великую катастрофу. Сказав это, Ви прощается, раздражая ей руки, потому что он не сказал им ничего, что его интересовало. Поэтому Прота предлагает ему больше денег в обмен на то, чтобы он рассказал им о логотипе оружия. И Хуичи рассказывает ему, что он прожил 10 лет в городе с крепостными стенами, объясняя это тем, что у него не было денег. Это место, где правят женщины, а мужчин используют как рабов. Ниже он рассказывает вам фантастическую историю, в которой его использовали в качестве раба, чтобы увеличить количество детей в городе. То есть его буквально сделали маленьким, чтобы иметь детей бесплатно. Я собираюсь это съесть, но это меня чертовски обижает. И после того, как у него родился ребенок мужского пола, он попытался сбежать из города с матерью ребенка, но только он смог это сделать около 10 лет назад. Снова Хуичи прощается с мальчиками, не давая им дополнительной информации, о которой они его просили, и они решают отпустить его. Оставшись один за руки, объясняет Проту, что Хуичи ведет себя очень странно, и увидев фасад дома, в котором он припарковался, все понимает. Это бывшая академия под названием Такахара, логотип которой совпадает с логотипом оружия, так что мы можем сказать, что у нас здесь хороший прорыв. Когда они входят, они замечают, что там есть коробки с логотипом оружия, и Харуки находит бумагу, в которой говорится об академии, описывая ее как рай, а также указывая на места проведения и школьные здания, и она считает, что одно из таких мест может быть тем местом, которое ищет Прота. Тем временем в школе директор проводит собрание, чтобы назначить профессора Асиму заместителем директора, что приводит доктора Саватари в ярость, а также сообщает учителям, что Токио беременна и что они выясняют, кто настоящий отец. После некоторого исследования в академии мальчики решают поискать место для ночлега и снова находят Хуичи, который говорит им, что его история о городе-крепости правдива, и предлагает взять его с собой, если они явно помогут ему в поисках. По дороге Харучи внимательно наблюдает за Хичи, потому что он по-прежнему явно не доверяет ему, особенно потому, что он явно ведет его по очень-очень длинному пути. Хотя он говорит им, что из-за землетрясения у него нет другого выхода, и что город с крепостными стенами находится примерно в 5 часах езды от этого пути. Когда наступает ночь, Лука просыпается, обеспокоенная своим пистолетом, потому что он явно нравится Хуичи, но он говорит ей, что не собирается забирать его у нее. На следующий день они прибывают туда, откуда сбежал Хуичи, и он просит их найти его сына, замаскировав Прота под женщину, так что они явно не узнают его. Однако по прибытии мальчики натыкаются на заброшенное и разрушенное здание, внутри которого находится Ау в форме человека. Паук. После того, как они напали на него со своим оружием и заставили его уйти, Харуки и Прота рассказывают Уичи, что они не нашли абсолютно никого. Несколько минут спустя, когда Уичи сожалеет, что ничего не знает о своем настоящем сыне, появляются двое мужчин и узнают его, говоря о том, что через год после того, как он был убит, он был убит. Он убежал, а мать мальчика умерла. Им пришлось бежать из этого места ради Юка, сказав ей потом, что с ее сыном все в порядке, потому что они явно заботились о нем. Узнав об этом, Хичи и мальчики уезжают из того места, где живут с мужчинами, в поисках мальчика. По прибытии Хичи воссоединяется со своим сыном и мужчинами, готовящими ужин, явно для того, чтобы отпраздновать возвращение отца мальчика. После еды и купания мальчики спят в одной из комнат этого дома, просыпаясь посреди ночи от холода и думая, что это не так. Это атака Хумана, который увольняет всех, кто выходит, но Хичи, его сына и лидера дома нет. Когда они ищут его, они понимают, что Хичи замерз, а мальчику холодно, и поэтому Харуки бежит его спасать, но замерзает. Увидев, что она замерзла, Прота забирает ребенка и кладет его на землю рядом с ней, объясняя, что это он вызывает этот холод. Поэтому, когда ребенок успокаивается, холод исчезает, и ребенок плачет, прося, чтобы его понесли. В этот момент в токийской школе ему присылают голосовую заметку Саконы, в которой говорится, что когда он заберет то, что у него есть в теле, он вернется в школу, чтобы увидеть их. На следующее утро Хуичи передает свою машину парням, чтобы они отправились в путь, и они прощаются, прося его позаботиться о том, чтобы не замерзнуть. А в школе доктор предупреждает учительницу Асиму, что очень скоро родится ребенок из Токио. После этого она встречается со школьниками, чтобы сообщить им, что прибыли новые пятиклассники. В ту ночь Хуичи вспоминает одного из мужчин, живущих с его сыном, который несет ответственность за то, что их обнаружили и убили мать мальчика, так что ясно в порыв гневу убивает его. И чтобы другие не судили его, он убегает с ребенком в машине. Утром нового дня Аруки раскрашивают машину своими именами, включая имя Хуичи,
а затем они снова отправляются в путь. В школе доктор сообщает директору школы, что с ребятами в школе все в порядке, поэтому она уже спрашивает его, есть ли ученики новые могут заболеть. И доктор говорит вам, что это возможно, потому что они не знают причину такого заболевания. Тогда директриса говорит ему, что хотя они и не ожидали, что у Токио будет ребенок, она сделает ставку на этого ребенка. И настоящий вопрос здесь в том, как, черт возьми, Токио забеременела, намекая доктору, что она будет использовать ребенка для научного эксперимента, который позволит ей сохранить мир во всем мире. Этот мир. Все это заставляет доктора объяснить ему, что для пересадки мозга человеку должно быть не менее 13 лет, и она говорит ему, что у нее не так много времени. И поэтому, ожидая, пока ребенок вырастет, она хочет, чтобы его мозг пересадили в тело профессора Ачима. Услышав это, доктор понимает ее решение назначить заместителем директора и спрашивает, разрешила ли она это, на что директор отвечает, что это очень логичное последствие после того, как она согласилась стать заместителем директора. Поэтому она считает, что нет необходимости спрашивать ее разрешения, потому что нет законов, чтобы они могли этого избежать. Кроме того, если они этого не сделают, они могут провалить свою миссию по сохранению рая. Вот почему их миссия состоит в том, чтобы обеспечить благополучное рождение ребенка в Токио. Позже в районе, где находится ребенок, доктор думает о том, что сказала директриса, когда видит, как профессор прибывает в Асиму. В этот момент Харуки знает, что они останавливаются на лестнице нового дома, потому что у Праты кружится голова. Через некоторое время после прибытия в Руки он готовит консервированный хлеб, который нашел в машине, и приглашает Проту на ужин. За ужином ребята говорят, что он едет в машине, и это оказалось проще, чем они думали, потому что они занимают больше времени. Перед сном Проте не спится, и он решает выглянуть в окно, пока Руки спит. Оттуда он видит дым в соседнем помещении, и он думает, что это место может быть еще одной штаб-квартирой той самой Академии Такахара, что немедленно побудит Ируки найти это место на карте и посетить его на следующий день. Однако место, которое они видели, это не школа, а водонагреватель, принадлежащий Министерству реконструкции, и в одном из коридоров вы видите идущего Робина, человека, который явно ищет Руки. Утром нового дня Мими Хейн поливает школьные растения и чувствует, что рядом плачет маленькая девочка. Когда он подходит к ней, он понимает, что это одна из новых девочек, которую зовут Сама. И после того, как он спрашивает, не собирается ли она поиграть с другим детям, Ома объясняет, что если они подойдут к другим, это причинит им боль, и она продолжает плакать. Чтобы утешить ее, Мими Хай достает свой носовой платок и снимает с нее солнцезащитные очки, которые у нее есть, но, к ее удивлению, сразу после того, как она смотрит на нее, он воображает, что через нее проходит много острых предметов, и она теряет сознание. Просыпаясь спустя много времени после лазарета, где он встречает Кону, который говорит ему, что он не болен, но чувствует себя плохо. И что, по его мнению, он связался с Токио и думает, что чувствует его боль. Затем Мимихин рассказывает ему о том, что произошло, когда он увидел девочку, и он думает, что именно ее взгляд вызвал у него галлюцинации. Объясняя ему также, что хотя у него нет воспоминаний, похожих на эту галлюцинацию, если он может видеть то, чего не видят другие люди. Некоторое время спустя Мимихай думает, что пора возвращаться в свою комнату, поэтому он прощается с Коной и выходит из лазарета. Прямо на выходе он встречает Тому, которая осталась снаружи, чтобы подождать его и попросить прощения. Когда Мимихан подходит к девочке, он замечает, что она снова плачет, и, сняв очки, он снова представляет очень уродливые вещи, но поскольку он уже знает, что это всего лишь сон, он понимает, что она снова плачет. Воображение контролируется и говорит девочке, чтобы она не чувствовала себя плохо, потому что с ней все в порядке. Тем временем за пределами школы несколько инженеров выполняют инструкции по ремонту машины. В кабинете директора разговаривают доктор и профессор Ачима, и она спрашивает его, когда они смогут выполнить свой план, на что он отвечает, что если школьные ворота закроются, они будут закрыты. Если бы я вдруг случайно открыл, они могли бы сразу начать. На следующий день робот предупреждает школьников, что они должны пойти в бассейн на специальное мероприятие, сообщая им по прибытии, что скоро у них будет экзамен по выходу на улицу. Он также говорит им, что это будет долгая деятельность, но если они заблудятся, следуйте по пути, который они считают правильным, чтобы выполнить свою миссию в качестве Юкоса. Услышав это, девушка по имени Ансу спрашивает другого мужчину Така, который, по ее мнению, должен сдать экзамен, но он говорит ей, что не знает. Но потом другие мальчики чувствуют, что их назвали его настоящим именем, и все заканчивают день как обычно. Прежде чем проснуться на следующее утро, Токио снится, что сегодня экзаменационный день, и он не может найти одежду, чтобы одеться. Когда он просыпается ото сна, он обнаруживает, что этот день дата, о которой он мечтал, поэтому он готовится встретиться со своими друзьями. В саду Мимихин и его друг Чиро Ансу и Така завтракают. И Така пытается подбодрить Ансу, потому что в тот день ее подруга вернется к ним, но внезапно она обнаруживает, что у
нее нет друзей. Все слышат предупреждения об опасности в школьной диспетчерской, которая выглядит так, как будто есть проблемы, потому что ни одна из школьных машин, компьютеров или дверей не работает. Из детской доктор заканчивает давать ей еду с 2 детьми, у которых был Токио, и она удивляется тому, что происходит. Затем крыша школы ломается, потому что на него падает что-то очень тяжелое, заставляя мальчиков выбегать. В этот момент Харуки и Прота прибывают в то место, где раньше был дым, и там они взволнованы, обнаружив уличный рынок. Взволнованные мальчики пытаются купить еду, и один из продавцов говорит им, что их валюта бесполезна, поэтому, чтобы купить еду, они должны зарегистрироваться в Министерстве «Восстановим», и там им дадут местную валюту. Это имя заставляет Харуки напомнить ему, что он слышал это имя раньше, если он спросит этого человека, настоящее ли оно, поэтому он указывает ему на это. И по прибытии в здание Харуки рассказывает Проте, что это организация, которая хочет улучшить условия жизни людей. И на доске по их лицам видно, что они ищут инженеров для работы с ними. Через некоторое время после прибытия ребята заполняют ваши данные и, очевидно, фотографируют вас, прежде чем отдать вам монеты. Увидев, что все путешественники зарегистрированы с вашими данными и фотографиями, Харуки пользуется возможностью показать им фотографию Робина, и они, увидев, что это один из их лидеров, разговаривают с Робин, и они договариваются о встрече, чтобы она увидела его на заводе по производству напитков. Поскольку они не могут уехать в тот день, потому что завод по производству питьевой воды находится немного дальше, мальчики просят предоставить им комнату для проживания, оставив там свои вещи до того, как Арику увидит Робина, увидев, что Харуки нервничает. Прота спрашивает ее, не хочет ли она пойти одна, и она соглашается. Вскоре после этого Харуки бежит, чтобы успеть на свидание с Робином, и после того, как ее проверят стражи, они пропускают ее. По пути девушка вспоминает все, что пережила с Робином, когда ее сестра управляла электромобилями. И она так взволнована, увидев его, что громко выкрикивает его имя, заставляя Робин волноваться, потому что она явно думала, что она мертва. Снова в школе доктор встает с пола после того, как получил травму из-за удара предмета о потолок. Он сразу же начинает беспокоиться о детях и понимает, что они выпали из кроваток, поэтому не может их узнать. В другом месте в школе директриса не понимает, что происходит, и думает, что люди, которые нападают на них, ждут, когда я приеду из поездки. Тем временем в саду мальчики бегут, чтобы быть в безопасности, и договариваются с Коной отвезти детей в школу. Бассейн. В то время как Кона идет с детьми в бассейн, остальные мальчики решают пойти и выяснить, что происходит через щель в заборе. Стена. Вскоре после этого в одном из коридоров директриса просит свою помощницу управлять ее инвалидной коляской, видя, что она не справляется со своей задачей. Она напугана, она встает одна и выбегает, чтобы увернуться от нападения совсем рядом. Когда взрывы заканчиваются, 4 мальчиков подходят к стене, и прибывает учительница, чтобы спасти доктора. Немного подождав, Руки понимает, что на этом месте находится другая штаб-квартира Академии, которую они ищут. Но теперь у нее есть другое применение. Затем Робин появляется в офисе, где находится Рука, и рассказывает ему, что они сделали для улучшения жизни людей, говоря ему, что у них есть много видов растений, которые можно есть, плюс отремонтированные дома, электричество и установка для очистки питьевой воды. Так что через несколько лет это место стало настоящей деревней с помощью Министерства реконструкции. Сразу после этого Руки рассказывает, что его мозг заключен в теле его сестры, хотя он не может в это поверить. Поговорив некоторое время, Робин велит Арику принять ванну, прежде чем уйти, прося его набраться терпения, потому что ему есть о чем поговорить. И перед тем, как она примет ванну, он приносит ей полотенце и объясняет, как пользоваться водой, чтобы не обжечься. Недалеко отсюда Прота думает о Харуки, задаваясь вопросом, что с ним все будет в порядке без его оружия. В этот момент в школе мальчики замечают, что за разрушенной стеной находится металлический забор, и Мими Хейн поражена, увидев все, что ее окружает. Особенно небо и деревья перед школой. На заводе по производству напитков Руки не находит своей одежды, и когда она выходит из ванной, Робин застает ее в темноте с наручниками на руках. Немного голодный, Прота выходит из своей комнаты, чтобы купить еды, думая, все ли с Харуки в порядке. Внизу на питьевом заводе Харуки прикована наручниками к кровати, в то время как Робин спрашивает его, кто она, и говорит ему, что проведет с ней эксперимент, заставив его посмотреть, как она использует тело своей сестры, чтобы удовлетворить ваши желания. Вернувшись в школу, мальчики задаются вопросом, был ли это тот тест, на котором с ними разговаривал робот, и решают исследовать внутреннюю часть, выходя из школы через обломок сломанной решетки и идя между деревьями. Немного погуляв, Мимихин жалуется на жару и надеется, что это испытание того стоит, потому что он совсем не любит насекомых. Решив через некоторое время вернуться в школу ради Токио и детей, поэтому Ширу встречается с ней, пока остальные продолжают гулять. В этом случае учителя и доктор решают, что они доставят одного из детей в Токио, и профессор Хасима говорит им, что позже они спасут детей. Дети.
В тот вечер Прота ужинает, задаваясь вопросом, не поступил ли он неправильно, оставив руки одного, и увидев, что он тоже не приехал в ту ночь, уходит найди ее. Когда он подходит к входу, один из охранников говорит Робину, что он просил оставить их одних, и он услышал, как на этаже что-то происходит. Все это заставляет Прота злиться, потому что он знает, что происходит что-то плохое, и он бежит искать Харуки, сбивая на своем пути всех прохожих, бдительные за то, что не пропустили его и беспрепятственно вошли в здание. Пока это происходит, Харуки привязана в комнате, думая, что ее разум синхронизируется с телом ее сестры, потому что она вспомнила, как видела себя спящей в детстве, и думает, что это воспоминание о ней. Вскоре после этого Харуки плохо себя чувствует, вспоминая, что делает Робин, и просит Прота спасти ее. Сразу после этого Прота появляется за дверью, наблюдая, как она пристегнута, а Робин идет по коридору. Увидев Проту, Робин бежит в безопасное место в комнате и зовет своих сторожей, но он не может открыть эту дверь из-за спешки, и Прота бьет его по голове. То, что он сделал с руки, и она пытается освободиться. Снова в школе учительница и доктор отвозят его ребенка в Токио и объясняют, что то, что у него было, не было болезнью, и что боль, которую он испытывал несколько дней назад, была вызвана тем, что у него был ребенок. Поэтому доктор говорит ему, чтобы они уже подумали, как о нем позаботиться между всеми. Слышать это очень удивляет Токио, которая испытывает нежность, когда ей позволяют нести своего ребенка, сразу спрашивая, знает ли об этом Кона, на что доктор говорит ей нет. Но пришло время все ей рассказать. Однако их планы идут не так, как они надеялись, потому что директриса, кажется, постучалась в комнату в Токио, спрашивая о ребенке и прося передать его ей. Видя, что доктор пытается его отвлечь, просит робота забрать ребенка из Токио. Видя, как робот приближается к ней, чтобы забрать ребенка, Токио вспоминает все, что ей говорили о побеге. Сам того не осознавая, создает вокруг себя красный барьер, явно вызывая взрыв против директрисы. На обратном пути Мимихин понимает, что они прошли больше, чем ожидали, поэтому они подходят к реке, чтобы сориентироваться. Но оказавшись на берегу, Мимихин падает и Широ падает с ней, чтобы защитить ее от удара. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, это будет детка.